Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и в комментариях предлагаете разных гостей, экспертов и разные темы для того, чтобы мы обсудили и с разных сторон подсветили вот все происходящее. Прямо сейчас со мной на связи философ, славянист Владимир Куровский. Владимир, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Приветствую всех зрителей. Владимир, очень с необычной точки зрения я бы хотел рассмотреть суть происходящего. 4-й год война, и очень многие сейчас мыслители разного калибра, политические аналитики, философы говорят о неких непреодолимых противоречиях в этой войне и прям расползаются таким буйным цветом, цветут разные теории, что в принципе все это нужно и происходит так долго, и никак не может закончиться, только потому, что нужно сократить количество славян. Ну, вообще, в принципе, да, на вот там ареале, на тех землях, там, где они изначально были. Причем одни бросаются в какие-то такие тяжкие с точки зрения Уголовного кодекса вещи, что нет, наоборот, братские страны, народы братские, все равно это все, наша цивилизация выйдет к тому, чтобы все будет снова, в общем, объединено и вместе. Другие отрицательно говорят, что украинец и россиянин это теперь уже по итогам вот этой войны, вот уже навсегда абсолютно разные люди, и, мол, братоубийственная война разделила и оторвала, условно, от России Украину навсегда. Как вы видите этот процесс и насколько вот этот славянский фактор в битве, в противостоянии, вот он играет существенную роль? Я предлагаю вам посмотреть на эту проблему с такой необычной точки зрения, потому что я понимаю, что многие люди, они идут от частного к общему, а я предлагаю дедукция, да, то есть идем от общего к частному. Да? Давайте мы рассмотрим планету Земля как некую единую систему, которая является самоорганизованной системой. И вот уже не менее чем с 80-х годов есть такая икосаэдерно-дуодекаэдерная структура Земли, то есть теория, которая говорит о том, что есть порядка 12, в некоторое время больше, да, центров, где происходит зарождение и развитие цивилизации. И вот когда мы с вами говорим о территории Украины как таковой, чем интересна эта территория? Потому что мы всегда говорим Украина, Украина. А по факту мы говорим о том, что на этой территории на протяжении 7500 лет существовало 40 различных цивилизаций. И эта территория на протяжении этого времени входила в порядка 30 государственных образований. Чем интересны эти места на карте и вообще в Земле? Здесь происходит мировоззренческий взрыв, здесь происходит определенная основа культуры и цивилизации, поэтому, когда мы говорим о таком европейском истоке, мы можем говорить фактически о землях Триполия, и именно вот эта цивилизация Кукутень-Триполия, да, она выступала как прямым проявлением хлеборобной цивилизации. Обращаю ваше внимание на то, что не всегда понимают и не осознают люди, которые стремятся постигать что-то не с философской точки зрения, а как-то практически. Через каждых 532 года на этой территории происходит обновление этноса. То есть что это означает? Или как результат демографического взрыва, отсюда волнами расходится население и заселяет Европу, опять же идет, знаете, как от камня идут волны, точно так же с этой территории. Точно так же и сейчас. Поэтому некоторые процессы, да, на планете Земля, они происходят под влиянием человека, а некоторые происходят под влиянием определенных космических циклов. И дело в том, что в 2015 году закончился такой очередной цикл. Да? И вот этот цикл, за это время Украина должна была стать, если бы она хотела, имела возможности, и у нее была бы сформирована элита, не этносом, но нацией. Давайте еще раз поймем, что этнос, он входит в разные государственные образования, он может выступать частью какой-то другой политической нации, да? Но нация
она имеет свою элиту, она имеет свою самостоятельность, она имеет свой научный потенциал, духовный потенциал и несет культуру. То есть проблема Украины современной в том, что за все время своего существования она не сформировала свою национальную идею. Как результат, нету идеи, соответственно, нету носителей этой идеи, и как результат слабая государственная власть и определенный распад. А когда слабое государство, оно выступает вассалом более сильного государства. И поэтому сегодня мы выступаем своеобразным полем боя, но, опять же, это напрямую связано с космическими циклами. И именно эта территория, она первой вот в этом периоде выйдет, скажем так, из этого противостояния. И в любом случае, какая цивилизация будет владеть этой территорией, да, то есть она будет иметь своеобразный, назовем это так, рост. Потому что, как вы видите, что сегодня идет другие центры культурно-духовные развиваются. Все так привыкли про экономику сейчас говорить, да. Но фактически мы говорим, что, возьмем, например, Китай, да. Это же духовная цивилизация, конфуцианство, это определенное мировоззрение, это определенная элита, да. И поэтому сегодня идет определенный сдвиг тихоокеанский, туда вот, в азиатские направления. А относительно людей, давайте мы для себя честно поймем, что именно мировоззрение, культура, которая потом проявляется как идеология, приводит к тому, что люди рождают или не рождают детей. Кто заставляет другие народы рождаться, а кто мешает украинцам или европейцам или еще кому-либо рожать детей? Мировоззрение, то есть и поэтому это природный процесс. С точки зрения войны славян друг с другом, это план? Если говорить откровенно, нужно понимать, что когда развиваются империи, то есть культурные центры, они не хотят использовать свои силы, поэтому они стремятся использовать периферию свою. Для этого они берут, покупают, каким-то образом вознаграждают, как действовала Византийская империя, чтобы за нее воевали какие-то племена. Да? Точно так же сегодня и происходит. И проблема в том, что мы находимся как раз посередине, да, то есть посередине этого поля, и поэтому, конечно же, получается, что вольно, невольно, осознанно или неосознанно Украину используют непосредственно украинцев в своих каких-то других целях. Но, опять же, это проявление нет достаточной самостоятельности, недостаточного нациотворения, которое должно было бы произойти. Хотя на самом деле создать нацию за 35 лет это невозможно, да, то есть это более длительный процесс, который предполагает не просто мы гордимся историей, да, а надо и научное развитие, и духовное развитие, и управленческие кадры. А фактически за это время, которое сегодня прошло, этого не было сделано. Поэтому мы сегодня выступаем не субъектом, а, скажем так, объектом политики, неким полем боя. И этот бой идет в первую очередь в головах людей на уровне культуры, на уровне философии, самоидентификации, самоотождествления. И, конечно, это очень больно и неприятно, потому что действительно славяне, они сражаются друг с другом. Но так устроена жизнь, да, так устроена жизнь, так устроена эволюция. Почему россияне на идеологическом уровне применяют термин освобождение? Освобождение от чего? И правду ли, собственно, несут вот эти боевые действия? Ведь на самом деле у нас произошел очень серьезный перелом от войны с Путиным, то, что было в начале, да, с режимом, с властью, с имперскостью, это все перекочевывают все-таки в войну народов, да, все громче, еще громче, да, вот начинают звучать вот эти призывы, а давайте на украинский переходить, а ничего с ними общего не может быть, и никогда не было, и то, что начиналось как декоммунизация, да,
ну, вообще, как бы приобретает абсолютно другие формы. А, Как вы думаете, ну, то есть, какие будут следующие ну, вот итерации, да, следующие волны, если все сохранится вот в этом направлении? Ну, история имеет свойство повторяться, и территория Украины в свое время она была разделена между тремя империями, да, то есть и украинцы воевали друг с другом, при этом имея другое название и называя себя совершенно по-другому, да, кто-то себя называл русинами, кто-то себя называл русскими, да, кто-то был под Портой, под Османской империей, и его просто брали в янычары и не спрашивали, как он себя называет. К сожалению, историю делают люди, историю делают личности, то есть и 80% есть такой закон Паретта, да, и он говорит нам о том, что 80% людей, они всегда менее деятельны. Они могут проголосовать за что-то, они могут высказать свою точку зрения, но 20% осуществляют какое-то действие. Именно то, что я говорил, элита. Да, и поэтому сегодня, к сожалению, я вижу, и мне это больно, мне сердце от этого вот просто больно, да, потому что я вижу, что все идет к распаду, к расчленению, к сожалению, да, то есть и не хотелось бы, чтобы это случилось, но очень наметились все эти такие вот, назовем это так, события, очень негармоничные. Ну и вы сами понимаете, что демография сегодня играет не на стороне Украины, и поэтому для Европы, то есть, ну давайте вспомним, как действовала Америка, как действовала Англия в Америке, да? Ну, приехали, вдохновили какое-то племя, сказали, что вы лучше всех, а давайте мы вам дадим ружья, давайте вам дадим какие-то одеяла, а вы воюете против других там индейцев. Повоевали с другими индейцами, ага, мы вам даем одеяло с оспой для того, чтобы вы заболели, даем алкоголь, чтобы вы спивались, и заодно уничтожаем. Молодцы, уничтожили друг друга, все прекрасно. Поэтому, знаете, разделяя властву, этот принцип римских императоров, он до сегодняшнего времени действует, и сегодня мы это можем видеть, потому что разделение идет на когнитивном уровне, на ментальном уровне, на самоосознании, да, то есть и поэтому мы имеем то, что имеем. Как заканчивать такие войны? Вот это прям вопрос, который действительно всех тревожит. Вот сейчас, да, Украину обстреливают и выключают от электроэнергии, ну, целый ряд населенных пунктов превращают в зону гуманитарной катастрофы. И дальше будет больше. И мы понимаем, что удары по газу, по электроэнергии, по инфраструктуре – это, собственно, такие же действия, которые пытается делать и украинская власть, украинская элита, когда обстреливает там, заводы, ну, объекты в Российской Федерации. Поэтому размен вроде как всем понятен, но вместо того, чтобы посчитать, продумать, стратегию какую-то выработать, чтобы обезопасить людей, на это уже не хватает никакой, скажем так, воли политической. Наоборот, пускай люди страдают, мы это страдание мультиплицируем в ненависть, в идеологическую, скажем, подпитку дальнейшего продолжения войны и, соответственно, дальнейшего продолжения истребления и разрушения. Почему вот это... Да, почему вот эта вот история с разрушением не может остановиться, закончиться, измениться? Она не может закончиться и остановиться, потому что необходима самодостаточность, необходима структурность, некая соборность, самостоятельность элит. Давайте будем говорить откровенно, что современные элиты Украины, они находятся под определенными влияниями тех или иных сил, и они не могут принимать решения, они даже не могут объявить войну, они действуют исходя из того, какие получают, ну, распоряжения, можно так сказать, потому что договоренности, дадим оружие, дадим деньги, дадим еще что-либо. Поэтому именно самостоятельность мышления, разумность, здравомыслие, да,
но его уже невозможно, потому что произошла определенная точка перехода, пролилось большое количество крови. То есть это как в драке, когда уже люди только сжимают кулаки, ненавидят друг другу, кровь пролилась, и поэтому думать уже никто не может. Да? И поэтому именно с точки философской точки зрения мы можем это говорить, но по факту сегодня идет противостояние, которое приводит к тому, кто будет просто сильнее. Ну и сами должны для себя четко понимать, что ну вот, для Европы выгодно забрали какую-то определенную территорию, то есть благодаря тому, что велась война, то есть этот народ находится в долгах, мы тогда забрали его землю, там позаключали какие-то договора, нам прекрасно. Не смогли забрать. Хорошо, давайте мы это уничтожим, разрушим. И если заберет эту землю наш противник, ему надо, например, ее будет 10, 20 там, или сколько лет восстанавливать, тратя на это ресурсы, в том числе экономические ресурсы. Потому что если рассматривать мировую геополитику как шахматную доску, мы всего лишь одна клеточка в этой шахматной игре, которая идет по всему миру. Да? И исходя из этого все трудности, то есть, с моей точки зрения. Мгм. А что не так с украинцами? Почему они попали под влияние вот этих, да, облучателей пропаганды? Почему поверили в то, что, ну вот как сейчас вот этот разворот, он же кажется вообще диким. На 4-м году войны идите, давайте к границам 91-го года, идите на Москву. Генштаб говорит, мы будем искать, как блэкауты в Москве совершать. То есть вот как будто и не было этих 4 лет. Что это за инъекция смелости, что это за вот эта потужность и почему ее так принимают украинцы? Ведь тут же очень важно понять, с россиянами мы похожи. Это об этом говорит и государственное решение, структуры. Там прям один в один можно найти кучу примеров. Я неоднократно там обсуждаем мы это. То есть там, собственно, выдавливают из страны, здесь выдавливают из страны, и там, и здесь. В общем, враги похожи друг на друга в этот момент борьбы. Однако есть и принципиальная разница. Это поражение пропагандой. Почему настолько украинский народ сегодняшнего 21 века на такие простые, казалось бы, уже изученные вещи покупается? Ну, если мы говорим с философской точки зрения, там и, не знаю, там возьмем Либорна, да, Либон, психология масс, большинство людей нуждается в определенном заражении, да, то есть когда идет группа людей, которые вдохновляют их какими-то идеями, то есть вот этих 80% они как бы всегда посередине, они, ну, назовем так, инертны. И представим себе 10 с одной стороны, 10 с другой стороны. И вот когда то или иная заражающая группа активизирует основную массу людей, то эта масса включается. Когда мы говорим про самих, ну, как бы чисто технологически, ну, я думаю, что вы как журналист сами видите, что подобно тому, как ведутся кампания, там, ну, там, надо депутатов кого-то там, да, там, президента выбирать. И подбирается информация, подбираются фильмы, подбирается еще что-то, создается определенный, скажем так, образ видения, да, для того, чтобы электорат думал и воспринимал вот так. Поэтому в рамках нашей такой войны, да, то есть фактически это как, знаете, подобно выборам. Средства массовой информации работают, 80% людей отказываются думать самостоятельно, они просто воспринимают это. И поэтому, знаете, если бы сейчас средства массовой информации начали говорить какую-то совершенно другую идею, да, то есть я уверен бы, что сначала некоторое время была бы инерция, кто-то еще бы там повозмущался, а прошло бы еще там 1,5-2 года, уже все бы опять же бежали бы в другую сторону. К сожалению, сегодня большинство людей имеет клиповое мышление, и это касается не только украинцев и не сколько украинцев. Можно сказать о том, что просто наша территория, ну, как бы находится под влиянием такой психически, энергетического, информационного влияния. Да? То есть вот опять же USAID, то есть вы же помните, да, то есть оно же фактически управляло и средством массовой информации, все
они же определенным образом находились под влиянием. Кто платит, тот заказывает музыку. И вот именно только поэтому. Поверьте мне, что точно так же можно было бы прийти и сказать: ребята, вы рязанцы, вы никакие не русские, вы рязанцы, вас Московское княжество захватило. То есть средства массовой информации, если бы смогли, ну, скажем так, промыть мозг людям, то, а если бы еще это делали длительное время, то нормальный рязанец бы говорил: вот, конечно, да, так и было всегда. Точно так же это можно было бы сделать, что вы техасцы, вы не американцы. Можно сказать, что вы баварцы, а вы не имеете никакого отношения к немцам. То есть это все чисто информационные технологии. И, к сожалению, мы живем в это время, когда люди все равно не имеют самостоятельного мышления, они достаточно подвержены моде, они достаточно подвержены общему мышлению. И примером этого является то, что, ну вот я так наблюдаю, что не зависит от нации, да, то есть человек может быть исконно русский всех своих корней, но сегодня он стремится говорить на украинском языке, там, ненавидит своих родственников в Вологде и идет воевать за Украину, да, то есть, но при этом он не осознает, что какие-то определенные закладки ему просто, ну, внушили в голову, да, и поэтому вы должны понимать, что это, ну, не имеет смысла. Русские, украинцы, американцы, средства массовой информации, деньги, компетентные люди, время, влияние. И в Украине говорят: 1000 раз скажи «свинья» и зарохкаешь. То есть если людям вдалбливать в голову определенные вещи, то через некоторое время они их принимают и начинают с этим жить и считают, что именно так и правильно. В это причина. Церкви тоже поэтому рушат и гонят. Конечно, конечно, конечно. Вы должны для себя очень ясно понимать, что Украина, она же находится, ну, такие основные базовые две силы. То есть это католицизм и православие. Да? Это некие, ну, вроде бы одна духовная традиция, но под этим стоят разный способ восприятия, управления, организации, администрирования. И поэтому что такое, ну, государственная религия или религия под влиянием государства? Она несет определенную идеологию. И, соответственно, для того, чтобы что-то достичь, необходимо духовно-идеологические концепции разрушить. Да? Поэтому всегда вот это, знаете, там католическая традиция доходит туда, потом православная идет обратно. Да? Нам ходят и бараболи мнут. Ну и мы страдаем от этого. Нет, ну Поэтому вы же... это в этом направлении. И надо понимать, что истинная традиция, ну вот если говорить с точки зрения философии, она предполагает некий эволюционный рост души человека, просветление, энергетическое развитие. Да? А современная религия, она такая имеет больше как способ управления народом, да, как такой момент, скажем так, контроля идеологического. Ну, таким образом. Почему, ну, вот эта война, если есть вот такое, допустим, гонение на Украинскую православную церковь, оно открытое, причем там должен был быть суд на этой неделе, да? Ну, в общем, его перенесли на месяц, там заболели. В общем, это все с оглядкой делается на американцев. Почему? Потому что американцы вроде они такие, ну, не протестанты там, да, ну, в общем, но все равно они там, кто католик, кто протестант, в общем, они все равно как бы, вот, очень щепетильно относятся, когда идут ущемления по этому признаку. И поэтому кто-то говорит, что это заигрывание с ними, и вот поэтому не принимают резких шагов. Но почему условно за веру как бы украинцы не воюют? Почему там определенные эпизоды, когда там захватывают храмы, отстаивают, или когда наоборот, вот мы их видим, а там, например, никто не собирается защищать условно как объект культа ту же лавру, не собираются защищать. Спокойно там выставки проводят, потому что государство забрало, все, заповедник и так далее. И все по большому счету с этим смирились. Получается, что, ну, неверующие украинцы, неверующий народ. Дело в том, что есть понятие внутренняя вера, да, и понятие некая внешняя вера.
И давайте мы возьмем как пример, когда пришел Советский Союз, когда комсомольцы разрушали церкви, разрушали храмы под теми или иными, скажем так, своими какими-то там призывами. Да? Почему не вышел народ защищать? Тогда люди были еще более укоренены в традицию. Все объясняется, ну, с моей точки зрения, это моя личная точка зрения, да, что изначально христианская традиция, когда она пришла на нашу территорию, она пришла сюда с кровью. Она пришла не как способ саморазвития народа, который его любит, укрепляет, развивает. Это было возжелание князя с целью большего или лучшего управления народом. Потому что если одно племя там склоняется к вере в одного проявления Бога, а другое склоняется в вере в другое проявление Бога, то они могут между собой конфликтовать, исходя из каких-то духовных противоречий. Поэтому сначала князь Владимир, он попытался, скажем так, немного изменить это, да, то есть он ввести единобожие, даже пятибожие, если говорить более точно, да, то есть где главным должен был быть Перун. Но, опять же, это уже было разрушение, потому что в традиции, в славянской традиции есть род Всевышний, единый Бог, да, который проявлялся своими проявлениями, своими ликами, Перуном, Велесом, да, и поэтому признать Перуна верховным Богом, это что означало? Не признавать деда, да, поэтому тоже как бы у него не получилось. И тогда что, знаете, как со стола все сметается, а давайте принесем что-то чужое, да, потому что никто не знает как, и мы будем вот под вот этим таким неким духовным идеологическим способом управлять государством. Давайте возьмем пример, что Украина, которая была в Российской империи, а что такое была церковь в Российской империи? То есть это была синоидальная церковь, то есть это было министерство при царе, с помощью которого можно было удерживать народ в каких-то рамках. Поэтому для людей вера в Бога это было скорее обряд, скорее следование каким-то правилам, чем внутренняя глубинная духовная практика. Ну и надо еще и откровенно сказать, что и сами священники, там, где они чистые, светлые, правильные, независимо от конфессии, их всегда будут любить. Но там, где они, скажем так, больше получают материальную пользу и живут за счет народа, а делают некий такой театр, понятное дело, что это считывается. И поэтому, когда государство начинает давить, да, никто не идет, ничего не предпринимает. Потому что еще с этих царских времен повелось таким образом, что легитимность священника подтверждает действующая власть. Не его личные качества, добро, любовь, стремление проповедовать, стремление как-то объяснить глубину, да? То есть обратите внимание, что мы можем видеть разного рода свидетелей Иеговы, еще кем-то. Они верят, они берут Библию, они идут кому-то о чем-то рассказывают. Но православному священнику этого делать не надо. Поэтому он не идет, он не проповедует. Ему главное получить должность. Ага, если он получает должность с одного центра и поддерживает этот центр, все, прекрасно. Что он будет говорить? В интересах того центра. Если центр меняется или центр другой, значит будет говорить в интересах другого центра. Но с другой стороны, не получилось же в формате вот этого перехода всех взять из... Смотрите, если бы было бы так, то тогда бы все священники УПЦ резко стали одним днем ПЦУ, и никто бы не заметил разницу. На это же был расчет политический. А не вышло. Там есть верующие люди, то есть везде есть верующие люди. В любой традиции есть верующие люди, которые придерживаются своей традиции. И это прекрасно, это очень хорошо, потому что без этого, по большому счету, не существовала бы цивилизация. Потому что в конечном итоге, когда наступают тяжелые времена, меньшее количество людей начинают жертвовать собой для того, чтобы поддержать то, во что они верят. Да? А большее количество разъезжается, выезжает, ищет более теплое место, думает о себе. Да? То есть почему? Потому что, находясь в невежестве, находясь в неком таком, скажем так, животном восприятии мира, давайте вспомним пирамиду Маслоу, да, сколько людей ради своих духовных интересов могут отказаться от чего-то, сколько, не больше 20%. Опять же, приходим в тот принцип Парето.
Поэтому это совокупность вещей. Но вы должны понимать, что это не само по себе. Все эти вещи прослеживаются, отслеживаются. Научные и психологические там разного рода центры сидят, скажем так, сравнивают температуру по больнице, так условно. Кто там о чем думает, да. И поэтому идет потом вбросы там нужной информации через средства массовой информации. А люди, они просто свидетели некого великого театра и цирка, да, который им показывают и который их ведет в каком-то направлении. Владимир, в таком случае я хотел бы, именно человека, который изучает славянскую культуру, славянские обычаи, практики славянские, чтобы вы мне объяснили определенный, такой странный момент, нацизм, да, как таковой. Нам очень много говорили в Украине, и сейчас тоже продолжают на это не обращать внимания, закрывать глаза, солдатики, что там они, им же умирать, вот они так сказать, и то татуировки не такие набьют, то шеврон не такой приклеят, то еще что-то, и вообще, это не нацистские вещи, а вот эти дохристианские, всякие там кельтские руны, или это из славянской традиции какие-то, скажем так, символы солнца, и это не те свастики, которые были у Гитлера, и поэтому через это они таким образом, там есть такие славянские руны еще, да, это. То есть это не то, а это другое. И проблема-то в том заключается, что через это, казалось бы, славянское, дохристианское, полукельтское, языческое, да, оно же потом перетекает в абсолютно понятные идеологические формы, которые прямо связаны с Гитлером и той идеологией. Почему так происходит? Кто это раскопал? Действительно ли для того, чтобы подсадить украинский народ на... и заставить то, о чем вы вначале говорили, да, заставить выполнять ту функцию, которую он сейчас выполняет, а именно, побольше ударить по России, освободить где-то территории, отдать какие-то ресурсы и так далее, и так далее, и так далее, плюс замещение населения. Чтобы это все получилось, нужно рассказать славянам, что украинцы, они вообще славяне, украинцы первые славяне, мол, россияне вторые, а мы первые потомки, первопрестольные, так сказать. У нас, собственно, Сварог, Перун, и они нам всем помогают. А от этого, путь к конкретным, скажем так, боевым задачам. Что вы думаете по поводу этого, как профессионал? Давайте не будем путать мухи и котлеты и разберемся, где мухи, а где котлеты. Да? Опять же, есть мировоззренческая концепция. Мировоззренческая концепция всегда рождает идеологию. Из идеологии потом возникают законы, некое законодательство, да? Потом возникает исполнительная власть, какие законы надо исполнять, да? И, соответственно, по отношению к чему, как их можно судить или как-то их воспринимать, исходя из законов и концептуальных идей. То есть так происходит развитие. То есть мировоззренческая концепция рождает идеологии, идеология рождает законы, законы приводят к тому, что их надо исполнять, исполнительная власть и, соответственно, так. Так вот, Бог тут вообще ни при чем, как его называть. То есть главное в управлении, да. И с моей точки зрения, как исследователя, я считаю, что Гитлер сам по себе был проектом, да, и проектом был достаточно успешным. Хотя все экономическое чудо Германии, которое у них получилось, опять же, без дополнительных вливаний финансов невозможно было бы, чтобы оно произошло. То есть его готовили для того, чтобы он противостоял чему? Советскому Союзу. Причем давайте еще раз для себя поймем, неважно, Советский Союз, Россия, монархия, неважно. Это земля, это нефть, это газ, это еще что-либо. И это надо забрать. А для того, чтобы это забрать, уже может использоваться религия, политика, ты не так Бога называешь, не знаю, не так бутерброд мажешь не с той стороны. Это уже не важно что, да? Опять же, для того, чтобы было стремление
сила, дух противостоять, давайте вспомним про орден СС, у которого было отдельно взятое мировоззрение, то есть которое ему дополнительно развивали, то есть и в это вкладывали разного рода философы, психологи, да, они верили там в Нибелунгов, они верили в свою скандинавскую традицию, но главное и самое главное, для чего это делается? Человек должен быть готов умереть ради своих интересов. То есть, что дает вера? Истинная вера побуждает человека меняться. Она может его побуждать становиться лучше или становиться таким, как требуют вот эти вот определенные принципы. Соответственно, орден СС, да, имея свое отдельное силу, знания, работу с ним, да, туда и отобрали соответствующих людей, да, он побуждал и активизировал там менее активных немцев, чтобы они воевали, да. Ну и понятно же дело, что они там какие-то, может быть, совершали свои воинские подвиги, там у них была своя воинская честь. И наблюдая за этим, да, то есть молодые люди, там ватник, а там какая-то более красивая форма, а я хочу быть более красивая форма, да. Вот Не-не-не, там подождите. От того, что оно более красивое, оно же не перестает быть СС. Да, в том-то все и дело. Вот в этом же... Начиналось все с более красивого, потому что никто же не осознает, что люди гибли, что гибли миллионы. То есть поэтому, к сожалению, интеллектуальный уровень-то не позволяет молодежи осознать, а что это было и для чего это было. Подождите, Гитлер, Так вот, Гитлер, он славян уничтожал. А мы берем элементы славянской культуры, вплетаем в это для того, чтобы... Но это называется самоуничтожение. Давайте еще раз. Есть традиция, которая сохранена в народе. Есть знания, там есть волховские роды, там еще что-либо. Но есть отдельная группа лиц, которые находятся под влиянием, назовем так, определенных кураторов, которые создают им культ, делают с них определенную группу заражения для того, чтобы она действовала в их интересах. А как уже это называется, понимаете? То есть назовите их там ваххабитами, назовите их там хасидами, не знаю, кем угодно. Главное, что они должны отличаться от тех остальных, они должны быть определенным замкнутым орденом, воинской кастой, да, у них должны быть свои какие-то отдельные, и неважно, можно им натыкать чего угодно, да, то есть еще раз говорю, человек, когда проходит через тяжелую физическую подготовку, работу, ему в это время там внушение, через какой-то момент у него уже формируется совершенно новое восприятие, и действительно он готов идти, воевать, убивать своих, там, не понимать что-либо. Поэтому, с моей точки зрения, все происходит именно так. Поэтому какая-то, знаете, поэтичность украинской душе и там какой-то там садок вишневый коло хаты, стремление к вышиванке соединяют с такими боевыми какими-то вещами, но делают это с определенной целью. Ну и поэтому оно не появилось само по себе, то есть это, с моей точки зрения, это просто результат, назовем так мягко, гуманитарных технологий, то есть психотехнологий. То есть это не культура, это не традиция, это не само по себе возникло. Поэтому не нужно путать славянскую традицию, да, там попытки развивать, там как-то любить Бога по-своему. Не нужно путать с тем, когда создаются боевики, которые, как вы правильно сказали, фактически славяне воюют со славянами, и поэтому он не осознает этого, а для того, чтобы он воевал лучше, то ему что же будут говорить, что кто-то не славяне, там, или придут буряты, там, или еще каким-то образом. То есть все это делается с определенной целью, чтобы человек и шел, и воевал, и, умер, по большому счету. А так кто-то за это просто платит деньги и улыбается, скажет, дураки, опять индейцы между собой воюют. Подождите, работает так, своеобразным образом. Во-первых, если там условно посмотреть на российскую сторону, да, многие сейчас там будут вспоминать и говорить, как детей в детском садике переодевают в военную форму, там игрушечные танки, вот это вот все по итогам Великой Отечественной войны, да, вот тоже привносят вот это же. И в принципе можно так глянуть, посмотреть, да, мы похожи. Но названий
бригад или каких-то подразделений или каких-то, я не знаю, там, или ну, этих вещей, там, допустим, со Сталиным в российской армии нет. А, был период, сейчас это как-то тоже отошло, пропало, да, там с красным, ну, это Христа Спасителя, икона, знамя, да, то есть были их как бы, ну, в общем, Ну, красное знамя, с красным знаменем заходили, заходили. С красным знаменем изначально и шли с красным знаменем, серпом и молотом. Даже не с российским флагом. Да? То есть попытка, не знаю, там кого идеологов или еще как-то там противопоставить, да. Но опять же, давайте назовем вещи своими именами и будем говорить откровенно и честно, да. То есть Украина молодое государство. То есть у него нету сформированной тысячелетиями элиты, да, то есть у нее нету, она часть вот этого единого, ну, скажем так, то, что можно было бы назвать русским миром, да, и поэтому вот эта попытка самоотделиться, начинает самоназвание, начинает культуры, все это можно и нужно, и можно было бы делать, но это надо было прикладывать к этому усилия. Но если никто не занимался государствотворением 35 лет, знаете, вот как, ну я говорю так, как есть, разворовывалось завод, а потом его сжигали для того, чтобы за 5 копеек его раздать. И вот сейчас в конечном итоге что произошло? Когда разворовано государство, его надо просто сжечь. Да? Ну и те или иные люди действуют в тех или иных интересах. А уже что для этого используется? Религия, не религия, психология, не психология. То есть речка состоит из многих ручейков. И в эти ручейки там много заходится. Поэтому, ну, с моей точки зрения, просто идет перепрограммирование мозга. Да, потому что, например, те же самые украинцы, они не понимают. Ну вот смотрите, сейчас мы, перейдем сейчас мы на український язик. Перейдемо на щиру українську мову, яку я люблю і говорю в себе в родині українською мовою. Но если я хочу говорить с миллионами людей, тогда мне надо говорить на русском языке. Если сейчас Украина в Европе, для того, чтобы ты получил профессиональное образование или еще что-то, тебе надо выучить английский язык. Потому что даже на немецком или там на словацком, еще на каком-то недостаточно профессиональной литературы. Тебе надо будет знать английский язык. То есть и принадлежать тогда к английской культуре. Потому что ты, если не знаешь русского языка, говоришь только на украинском, то точно как же словаки, точно так же как поляки, как остальные, тебе надо будет обращаться к великому английскому языку, потому что нигде ты не получишь профессионального образования или более глубокого знания. Поэтому вот все эти языковые вещи, они на самом деле саморазрушение. Знаете, мудрые люди говорили, что чем больше языков знает человек, тем больше он человек. И поэтому, если человек знает русский язык, английский язык, украинский язык, славянский язык, считайте, что он больше может получить знания, информации. А что означает? Стать более успешным, более целостным, более гармоничным. Опять же, война идет чисто с моей точки зрения за материальные интересы. И эти материальные интересы просто, одно государство или совокупность государств наняло другое, чтобы оно воевало в его интересах. А для этого ему там оправдывают с помощью средств массовой информации, психологии и прочее, почему они это должны делать. Еще раз говорю, все украинцы добрые, светлые, прекрасные люди. А ТЦКшники в бусики засовывают. Ну, подождите, добрые, хорошие, светлые люди, а ТЦК как феномен вот этих военных лет в Украине присутствует. В каждом стадии есть хорошие овцы и плохие. Можно сделать позитивный отбор, можно сделать негативный отбор. То есть можно отобрать людей злых, подлых, хитрых, да, можно поднять их на какой-то уровень, и они будут организовывать и действовать в интересах того, кто это сделал. И если человеку за то, что он платит большие деньги, за то, что он там берет и ловит, отлавливает кого-то, да, то вот он и действует, то есть исходя из своей животной природы. То есть, опять же, сегодня, наоборот, происходит удаление от веры, удаление от культуры, удаление от традиций, то есть самозачистка сознания, по большому счету. То есть падение на дно восприятия действительности.
да, есть какие-то высокие духовные ценности, но они настолько не показаны, настолько не раскрыты, что это даже не существует как некая идея. То есть никто, например, сегодня, к сожалению, не говорит о том, а какая будет Украина, как мы будем жить, а что мы будем строить, и какой у нас будет строй. То есть людям говорят, что будет плохо, потому что вот, а к чему-то новому, да, ну, что будет доброе, светлое, к чему мы идем. Поэтому это как раз то время, когда происходит проверка, да, ну, насколько самостоятельно человек думает, насколько тверды его убеждения, насколько он, минуя логику на уровне души, может там слышать что-то высшее, божественное и с этим себя соотноситься. Поэтому сейчас ну, очень такое непростое время. Но мы в него вошли первые, мы с него первых выйдем. Вопрос просто в том, что и где будут проходить границы. Да? Вопрос в том, что уже 52 миллиона, которых когда-то 35 лет назад уже не было, да? И все будет совершенно по-другому. То есть, ну, опять будет определенное переформатирование. С моей точки зрения, определенный шанс, ну, мы упускаем. Ну, мы, как украинцы, неважно, говорим мы на русском, на немецком, на польском, может быть, на венгерском, да. То есть изначально нужно было говорить о том, что вот у нас есть политическая нация, мы принимаем различные виды этой своей культуры, принимаем различные религии, но вот действуем в таких-то рамках, да, и вот этого как раз и не хватило. То есть, действуя по принципу «нацарю 100 рублей убегу», «нацарю 100 рублей убегу», и так сделало большинство, и получается, знаете, вот как кукушка и кукушата. То есть, что делает кукушка? Чтобы воспитать кукушонка, она подлетает к чужому гнезду, выбрасывает оттуда яички и подсаживает своего кукушонка, и его начинают кормить не кукушка, а чужие птички. Точно так же и получается и с нами. Да? То есть получается, что за чужие интересы мы там отдаем кровь, мы отдаем жизнь, мы отдаем еще что-то, думая, что мы действуем ради себя. То есть это на самом деле тоже искусство управления. Да? То есть таким образом выкрутить политический процесс, чтобы большинство людей не осознавало это. А те, кто осознают, чтобы боялись или уезжали, или их ловили, и с ними происходили трудности. Поэтому сегодня, ну, руина, боль, страдания. Но тут тоже такая трудность, которую мы должны понять, что с философской точки зрения, с психологической точки зрения, да, есть народы, которые склонны к объединению, да, а есть те народы, которые склонны к отдалению от кого-то. Поэтому нормальный украинец, он на самом деле стремится, чтобы у него был свой кусок земли, и желательно, чтобы власть к нему никогда не приходила. Да, то есть мой хуторок, мой садок вишневый коло хаты, да, и именно поэтому вот эта психологическая особенность в конечном итоге не позволила создать, с моей точки зрения, элиту. И поэтому вот эта ситуация, которая сейчас происходит, она переворачивает, переструктурирует. И уже из того, что будет переструктурировано, ну, что-то получится. Что-то это что? Ну вот вы говорите слово руина уже сейчас. Некоторые говорят, вот мы входим в руину. Ну, говорите уже сейчас руина, и в принципе я с вами согласен, потому что, ну, это руина, ну, по всем фронтам. Демография, экономика, суверенитет. То есть давайте будем честными, да, давайте будем честными. И, ну, как это может выглядеть, да? Давайте возьмем примеры исторические, ну вот как мы вот видели, да, ну возьмем, например, Германию, да, возьмем Германию, да. Вроде бы самостоятельно ГДР и вроде бы самостоятельно ФРГ, но на самом деле это что? Это, ну, территории, которые подчинялись другим центрам зарубежным, да, и действовали в их интересах. И до сегодняшнего времени абсолютно чуть-чуть достаточно разный менталитет у восточных немцев и у западных. Да? Ну, часто бываю в Германии, то есть восточные, общаясь с восточными немцами, они говорят, нас завоевали, то есть вот они думают только о материи, они думают только о деньгах, а они себя, ну, там, во многом еще, вот как, знаете, советские люди себя нормально еще воспринимали. То есть за 40 лет
из тех людей, которые воевали против Советского Союза, был воспитан, ну, скажем так, ну, вот такой вот род и народ. Поэтому в худшем варианте, да, то есть одни к одной части, другие к другой части. Ну, еще другой вариант – это когда с одной части отрезали кусочек, с другой части отрезали кусочек, а посередине что-то осталось такое среднее, и ни к тем, ни к тем, да, но ни экономики, ни силы, ни, ну, скажем, ни экономических ресурсов быть самостоятельным, суверенным уже не получится, уже не будет. То есть поэтому, к сожалению, все это очень грустно, очень больно, и, не знаю, мне на самом деле иногда чуть плакать хочется хоть каждый день. Потому что, ну, действительно много прекрасных, добрых, светлых, чистых людей, но, опять же, когда пропаганда влияет на их сознание, то есть никто не осознает. А религия, да неважно что, понимаете, это же как в этом анекдоте, да, когда идет ложь, а потом говорят, а ты теперь докажи, что это была ложь. Тем больше, чем больше ложь, тем больше, тем лучше в нее верят. Это просто, ну, психология человека, то есть много людей предпочитают меньше думать, меньше осознавать, мыслить штампами, мыслить. Поэтому, с моей точки зрения, журналистика и информация, ну, вот, сегодня является самым главным козырем любой политической силы. Тот, кто контролирует средства массовой информации, то есть под своим углом пишет науку, под своим углом там дает средства массовой информации. Так можно с религиозного общества сделать нерелигиозное, с нерелигиозного религиозное. Сегодня верили в одно, завтра начнут фильмы красивые показывать, люди будут верить в другое. То есть, ну вот так. Поэтому борьба элит. Борьба элит. И вот это надо важно понимать. Но если в Европе раньше борьба элит, она не приводила к уничтожению людей, да, то есть, ну как, всем надо будет налоги, там Франция с Германией воюет. Ну, те победят, все равно налоги надо платить, те победят, все равно налоги надо платить, и законы будут как-то похожи. То, к сожалению, у нас сегодня идет, ну, фактически такой геноцид, да, геноцид. И с точки зрения, ну, с моей точки зрения, тех людей, которые действуют на мировом уровне, они просто улыбаются. То есть украинцы могут 150 раз, 1000 или миллион считать себя западными людьми, но с точки зрения американцев, то есть мы часть Советского Союза, часть Российской империи, и то, что мы противостоим, боремся, и все мы умрем как один за Вильну нашу маты, для них это прекрасно. Потому что, ага, нанесли потери, малые финансовые траты, а еще и мы себе земли их записали на свой счет. Все отлично. Владимир, Поэтому, как после тяжелого похмелья, надо бы пробуждаться, надо пробуждаться. так есть шанс? Вот что, на ваш взгляд, может спасти? Я имею в виду чисто по-человечески людей. Не страну, не государство, не систему управления, не какие-то элиты. Я имею в виду народ. Что может спасти представителей украинского народа в этой чудовищной войне? У меня пока нету добрых, светлых и хороших идей. То есть фактически люди поставлены в такую ситуацию, когда они вынуждены выбрать сторону, и выбрав сторону, да, то есть как бы двигаться в этом направлении. Ну или выживать, знаете, как жить на поле боя между воронками бегая. То есть Украина – это поле боя. То есть, и поэтому человек, находящийся на Украине, то есть он уворачивается от ТЦК, чтобы его не поймали, он пытается купить пауэрбанк для того, чтобы был свет и как-то выжить, он пытается еще как-то заработать для того, чтобы прокормить детей, да. А тот, кто выбрал, да, поехал в одну сторону или в другую, он уже, ну, как бы творит свою жизнь. И чем дольше это длится, да, тем меньше людей, и тем дольше восстанавливается эта система. Поэтому каждый должен принять решение индивидуально, с моей точки зрения, что ему делать, в что ему верить, как ему строить свою жизнь. Да? Но в любом случае сейчас идет, знаете как, будьте спокойны, идет, да, эволюционный отбор. Ну и человек должен принять себе решение, как ему жить. Да? Потому что мы можем быть вдохновлены абсолютно чем угодно, но если мы умерли, то наши идеи мы уже никому не передадим. Да? Поэтому
с моей точки зрения, необходимо стремиться организовать себя так, чтобы выжить и не знаю, воспитать своих детей и воспитать их хорошими, добрыми, светлыми людьми. Учить самостоятельности, учить мудрости, целостности, какому-то здравомыслию, да, ну, читать классиков, да, то есть понимать, потому что люди, ну, одни и те же самые психологические игры, одни и те же самые циклические процессы происходят. Если, ну, хотя бы чуть-чуть историю знать, хотя бы чуть-чуть философию читать, хотя бы все это видно, все тут, ну, как бы, все, что на Украине сейчас происходит, оно уже происходило 100 лет назад. Но сейчас, поскольку соединились, как я уже говорил, циклы, ну, давайте еще раз для себя вспомним, что было время, когда мы себя называли по-разному, да, то есть на территории Украины, то есть разные у нас происходили названия. Мы назывались казаками, мы назывались русами, да, мы еще когда-то назывались антами, мы назывались сарматами, мы назывались сколотами, понимаете? То есть через каждых 532 года вот на этой территории происходит изменение, то есть как бы вот изменение самоназвания, изменение восприятия себя, изменение самоотождествления. Мы сейчас вот вошли в этот процесс. При этом на уровне генетики это одни и те же самые люди, один и тот же самый этнос, но меняющий со временем самовосприятие себя. Так работают вот эти зоны, в которых происходит зарождение и развитие культуры. И вот именно за эту зону воюет Россия, да, Запад воюет, просто ему нужна нефть, газ, желательно бесплатно и без людей. И совершенно не важно, как кто там живет, как они называются, демократия у них, не демократия. Создается красивая картинка, фильмы, прекрасная жизнь. Да, опять же, очень хорошо ехать на Запад туристам, да, попробуй туда ехать зарабатывать. Да. То есть не все так получается. Попробуй там фирму организовать. Ее тяжелее, чем в Украине сделать. Да, Ну, вот таким вот. Владимир Куровский был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Благодарю вас, всем желаю счастья и верю в то, что каждый найдет свой путь и все будет самым лучшим образом. Друзья, спасибо большое, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга. Добра и света.